Всем привет! Всем привет! Сегодня будем играть продолжение Чужого. В прошлый раз нам что-то совсем мало попадался Чужой. Мы в основном только с людьми, да с андроидами. Короче, позор. Надеюсь, в этот раз мы будем, наверное, жестко срать от страха. Ой. Так, надо обновить Twitch. Каждый день обновление. Они там не устали? Привет. В эфире Капитал Шоу Поле чудес. Так, начинаем потихонечку. Так, музыка. Игра. Так, вот сделаем сейчас. Ну, что такое? Все время как-то криво запускается. Это, оказывается, заставка 79-го года фильма. Я еще думала, почему она такая древняя. 79-й год, конечно. О, кайф. Все, работаешь? Работаешь. Где мы там остановились-то, я уже не помню. Боже мой. Все понятно. Тейлор, короче, ранена. Мы здесь сохранились. Угу. Так, добраться до госпиталя. А где это? Что за госпиталь? В ту сторону, что ли, надо? Держитесь, Тейлор. Рипли приведет помощь. Сюда, да? Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Тихо. Что у меня есть? Шашка. Ее можно создать?
Прикольно, интересно, как ей пользоваться. Мина, звуковой генератор. Привет, Эллен. Эллен Рипли. Короче, я посмотрела все части Чужого. Все, я теперь понимаю лор. Уже как-то более-менее. Там кто-то ходит. Потому что до этого я смотрела фильмы, но я не помнила вообще. Я, оказывается, Чужие вообще не смотрела. Чужой третий я тоже плохо помню. Плохо смотрела. И вот я посмотрела все части. Все 4 части. И, короче, рассказать, да, все как есть. Чё, кого. Короче, в первом Чужом она вот этот Настрому, она взрывает Рипли. Эллен Рипли. И улетает на этом, на челночке с Джонси. Кто это ходит? Короче, она улетает, и все. И где-то спустя 57 лет ее находят, короче, эти там всякие люди, там, которые это искали ее давным-давно. Они находят ее спустя 57 лет. Она, короче, в этой замороженной лежала и сохранилась, естественно, не постарела ни на капли. И она узнает, что ее дочь, она в возрасте 60 лет, короче, умерла. Ее дочка. Не дождалась, короче, своей матери. Она, оказывается, ей сказала, что как только она прилетит, ну, она успеет к ее дню рождения. Ей должно было исполниться 11 лет, типа, когда, типа, Эллен должна была прилететь, короче. Но Чужой все испортил, можно так сказать. Что такое? Это не я. Я ничего не делала. Помощь нужна? Кто Мне это? нужен врач. Слышите? Где вы? Погоди, не слышу. Поднимайся, я открыл тебе лифт. Окей, сейчас, подожди. Давай быстрее, что ты там копаешься? А сюда-ка нельзя, да? Блин, там этот. А кто это говорит со мной, интересно? Ну и вот. Это вот в Чужие, короче. И вот эта девочка, которая ей попалась, это вообще, да, это какая-то обычная девочка простая. Ее, типа, родители, короче, там погибли, и она выжила вот в этой, куда вот они там прилетели. Колонизаторы, короче, новые, которые появились возле... Кстати, вот на этой же планете, где нашли и Чужих. Почему-то там колонию сделали. Я вот это что-то не поняла. И там, естественно, Чужие... Через дверь даже не пытайся, она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Через дверь даже не пытайся, она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Заела, что ли? Короче, и вот. И когда этой девочке родители, они, короче, поехали там куда-то, вот они нашли вот это корабль вот этот огромный, где вот еще в первой части нашли эти, и там вот этот, который был, как его там, пилот-то этот мертвый, там такой здоровенный, как его там называют, я забыла. Саквояж, блядь, или как там. Короче. И
Все, и потом ее родители находят вот эти яйца, и все, и потом начинается, короче, заражение. Папашка ее, короче, заразился, все, и ее родители умирают, у нее еще брат был, короче, и он тоже умирает, все умирают. Потом прилетает вот Рипли с теми этими, с военными, короче, эти военные якобы типа такие там супер крутые, они там уничтожат чужого, там все такие прям на понтах, короче, прилетели, в итоге все, короче, обосрались, как обычно. И Эллен решает ну, она как девочку, короче, увидела, она в ней как будто бы свою дочь, короче, почувствовала. И привязалась, короче, очень жестко к ней. Ну и все, и потом когда эту девочку схватили чужие, она решила все-таки ее пойти спасти. Она в итоге ее, короче, спасла. И вот, и потом в «Чужом третьем» там, кстати, не только Эллен выжила, еще выжил этот мужик, короче, какой-то там, не помню его фамилию, и вот эта девочка, короче. Все, они также, опять же, легли в морозильную эту камеру, или как она там называется, не знаю, короче, и все. И потом в «Чужом третьем», в третьей части, она опять куда-то там прилетела, ее корабль, вот этот их маленький, он разбился, короче, и вот этот мужик, который там лежал, он, короче, умер. Умер, а девочка утонула. Вот. Ну, а Рипли, как обычно, живучая. Не бойся, я закрою за тобой шар, на всякий случай. И вот, и она попадает, вот эта Рипли, в какую-то тюрьму заброшенную, где там преступники на всю жизнь, короче, посадили их туда. И все, и потом начинают с ними тусоваться. Надеюсь, сегодня будет не как в прошлый раз, не чужой, а ФНАФ какой-то. Ну. И потом в 4-й части, она, кстати, в «Чужом третьем» Рипли, она заражена, оказывается, вот этим чужим. У нее внутри, короче, грудолом лежал. И она решает себя, Роскомнадзорница, короче, решает. Потому что она не хочет продолжать вот это вот все опять. И она знает, что она все равно в любом случае умрет, потому что ее убьет чужой. И все, и она потом умирает в «Чужом третьем». Все, и потом выходит 4-я часть «Чужого». Казалось бы, да, все, уже история закончена, хватит. Но нет, продолжение. Ну и что в итоге? Ее все-таки находят через 200 лет, там, короче, вот эту кровь, там вот это все ее как-то нашли, что-то и взяли, короче, ее ДНК, и вместе с тем и ДНК чужого, конечно же. Они бы просто так бы ее не стали клонировать, воскрешать, если бы у нее внутри не было чужого. Вот, и хотят ее клонировать, короче. Они ее клонировали, вот, и появилась новая Эллен Рипли, только уже со суперспособностями чужого. И вместо обычной крови у нее там кислотная кровь, короче. Сейчас у нас не лучшие времена. Ну да. И, кстати, потом, оказывается, она была не единственной клонированной. Несколько этих опытов делали, экспериментов, чтобы получился идеальный клон Эллен Рипли, вот той, короче, который. Там она зашла в какую-то комнату, когда они там, короче, со всеми этими там военными, когда тоже... Или кто они там, не военные, или кто, я уже не помню. Они, короче, собрались и начали охоту на этого, на чужого. Потому что опять чужой появился. Ку-ку. Привет, привет. Useless Super Pharma.
Юзились, бро. Я ждал 10 минут ради этого. Я угораю порой с сюжетов чужого, вроде спаслись, а хер там. Ну вот, да, девочку вроде спасли, а я потом так расстроилась, когда в чужом третьем оказалось, что она умерла все-таки. Так что зря Эллен ее спасала. Вообще, чё к чему, блин, тогда. Ну, это, наверное, еще знаете почему. Это от сценария, от того, что девочка, она же выросла, там сколько лет-то прошло? Там прошло почти 6 лет, что ли. Это вот, получается, первая часть вышла в 79 году, вторая часть в 86-м, а третья часть вышла в 92-м, кажется. Да. И вот прикиньте, как эта девочка уже выросла. Она уже там не 10-летняя, она уже там 16-летняя, блин. Конечно, там миллион раз поменяется. А такую же девочку, наверное, тяжело найти. Вот. И они решили, наверное, сделать... Ну, пусть она тогда умрет. И вот этот актер, который, да, тоже, он умер же, получается, в третьей части. Он же тоже во второй части спасся, получается. И, наверное, там что-то случилось опять, какие-то, наверное, всякие казусы с режиссером, скорее всего, поэтому, наверное, он отказался от роли, поэтому тоже сделали так, что якобы как будто бы он умер, короче, вот. А так, может быть, с ними бы продолжение было бы, с этой девочкой, с этим мужиком, наверное, бы. И вот, и, короче, в четвертой части вот Эллен находит свои копии. Ну, не находит копии, имеется в виду неудачные клонирования, которые. И вот она находит, они там все такие страшные, все такие перемешанные с чужим, с ксеноморфом, короче, наполовину человек, наполовину ксеноморф, там кто-то вообще. И вот и она все это находит, приходит, короче, в грусть, плакать начинает, и все это уничтожает потом огнем, короче. Люди просто капец, что творят. Доктор Кульман, Я Рипли. Я ищу врача. я врач. Моей коллеге нужна помощь. У Нужны них у всех медикаменты. внешность Мне одинаковая. тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Кот? Ну да, я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли. Нужно найти кабинет Морли. Угу. Я рада в какой-то степени, что Уивер дали отдых. Она вроде сначала хотела в новой части быть, но передумала. Вот, кстати, в последней части, четвертой части, ей уже было 48 лет. Но она была в такой хорошей форме. Вообще классная женщина. Кстати, ей, оказывается, в первой части «Чужом» было 30 лет. Прям моя ровесница была в этой части. Мне что-то перехотелось «Чужого» смотреть, реально ФНАФ какой-то. Почему? Типа этот сюжет, сценарий, да, какой-то странный. Мне не нравилось еще то, что там заставка, вот, когда появляются же вот эти палочки там, и потом появляется это название Alien, типа. И вот в первой части это было так классно, так канонично, а потом во второй части какая-то хрень, какой-то, блин, Джеймс Кэмерон же снимал, конечно, там что-то такое терминаторовское, блин. В третьей части тоже как-то не очень начинается вот это вот название «Чужого». Ну и в четвертой части, естественно, тоже вообще. Не люблю очень тяжелые сюжеты. Это как с Майклом Гроссом и «Дрожью земли». Может, это я просто так по-дурацки рассказываю. Ну, я старалась как можно короче все рассказать. Это как с Майклом Гроссом и «Дрожью земли». Там столько частей вышло, уже все герои, какие были в первых частях, ушли, а он все снимался. Ну, и вот Сигурни Уивер, короче, прям до самого конца, короче. Мне кажется, надо было вот третью часть вот эту снять, и все, и на этом закончить вот этого вот «Чужого». Я, кстати, вчера пыталась посмотреть «Чужой третий». Ой, блин, «Чужой третий». «Чужой против хищника».
Это вообще какой-то кал. Я не знаю, это фанфик какой-то, которые вот сидят там какие-то сумасшедшие фанаты и придумывают всякую ересь, извращенство какое-то, вот реально. Вот Эллен Рипли, почему она не хотела, чтобы Чужой попал на Землю? Потому что если Чужой попадет на Землю, то он всю, короче, планету Земля, он всю захватит и своими вот этими яйцами, и все, и будет конец Земли. Ну а что мы видим в «Чужом против хищника», блядь? То, что оказывается в 1900 каком-то 4-м там году этот Чужой уже был на Земле. Это, я не знаю, это что такое вообще? Хотя вот эти, которые ехали же с Ностромо, люди, ученые там, которые хотели найти какую-то новую планету, да, они же нашли первые этого Чужого, а это в каком году-то было? В 2100 там каком-то там, когда вот они нашли вот эту планету, где был этот корабль сломанный, и был этот пилот этот мертвый. Как его там? Блин, забываю все время. Ладно. Хорошо рассказывать, еще голос приятный. Яичница с них. А яичница с них хорошая будет. Чужой против хищника — это реально как набор фанфиков, причем часто фанерных. Она определенно захватит тебя. Ладно, я не знаю, что там с хищником. Я не смотрела «Хищник», надо, кстати, посмотреть. Про него я ничего не могу сказать. Он там классный, крутой, но вот то, что вот Чужого так сделали, я очень сильно расстроена. Я не стала дальше смотреть вот это вот говнище. Я принимаю только первую часть Чужого. Все. Вот дальше, которая вот эта вторая часть, ладно, окей, но нет. Третья часть сомнительно, но окей. 4-я часть вообще, блин, что за тоже бред сумасшедшего. А вот дальше, которые вот эти вот всякие идут, это вообще жесть какая-то. И, кстати, выйдет, оказывается, новая часть Чужого скоро, в августе, 16 августа вот выйдет в этом году. Я уже посмотрела трейлер. Там, знаете что? Там события, короче, происходят между первой частью и второй. Шинмон! Привет! Привет! Как опять вот это вот твое классное появление с ноги. Вот так надо заходить, короче, на мой стрим, понятно? Учитесь. Что я говорила? Ну вот, происходит вот это между первой и второй частью, короче. Знаете почему? И там трейлер, он, короче, полностью похож на Alien Isolation. Карл. Все то, что вот вы видите вы здесь, это все вот будет в следующей части Чужого. Только там будут эти молодые колонизаторы, короче. Это как, знаете, это как «Оно» или как «Очень странные дела». Типа мы смотрим, короче, как детишки самоубиваются, вот. Сейчас башка разорвется. Да, если бы деньги были. Так, удерживать ПКМ. С. Ой, я думаю, что-то резко так звук пропал. А что это мы опять вернулись куда-то? А куда нам нужно найти кабинет Морли? Это туда куда-то надо. Подожди-ка. Что я тут, блин, разговорилась. Так, это чтобы спрятаться. В «Дрожь земли» я принимаю только первые 4 части, и то 3-ю и с натяжкой. Там дальше тоже уже какие-то фанфики пошли. Это просто, знаете, это вытягивание денег, короче. Это же франшиза же все-таки.
Типа, о, все так любят ксеноморфа, все любят чужого, о, давайте еще сделаем. Да, люди все равно схавают, типа, давайте вот эту вот какую-то хрень придумаем. Но если даже так делать, да, это же все равно это не есть хорошо, потому что очень много фанатов, очень много людей, которые любят вот эту фильм, вот этот первую часть любят. И вот так вот тоже как-то, не знаю, издеваться над поклонниками этой, ну, бред, короче, какой-то. А, я не туда иду. А чё, зачем? А мы же уже... Ой, ну ладно. Только разорвусь. Что у вас там случилось? Так, а куда? Я же отсюда пришла, да, получается? Я так много тут наболтала, что уже даже не помню, куда что идти. А, нет, там закрыто. Так, подожди-ка, 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 подожди. Нужно найти кабинет Морли. А куда это? Я же уже тут была. Подожди. А как мне найти? Все понятно. Тихо, тихо. Давай, объединим усилия. Поможем друг другу. Мешанина в голове. Я тут еще тоже наболтала. Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой, те, кто не смог адаптироваться к Говорите, пребыванию в куда глубоком идти. космосе. Бедняги. Не бойся, никого из них тут нет. Чё ты, кому ты заливаешь? Никого тут нет, ага. Тут, наверное, этот, блин, ходит. Наш друг. Дальше, дальше по этому коридору. Дракон ходит. Сюда, да? О, устройство не работает. Так, вот это... Ты на месте. Это кабинет Морли. Наверняка там где-то есть код. Так, тихо. Мало медикаментов. Доктор Лингард, нам нужно больше стимуляторов. Их осталось совсем мало. К тому же Кульман раздает их направо и налево. Судя по записям в журнале, на этой неделе он наведывался в амбулаторию уже 16 раз. Надо вести нормирование, потому что чем ближе к закрытию станции, тем сильнее жители Севастополя будут нуждаться в этих препаратах. Можете поговорить с Кульманом, узнать, кому он сбывает медикаменты. Файловая система повреждена. Код доступа нашла? Нам еще нужен магнитный код. Морли всегда носил его при себе. Да вон Найди какой-то его. универсальный пароль. Только для руководства. В госпитале Сан-Кристобаль. Внимание! Нарушение карантина в госпитале. Внимание! Успокойся. Нарушение Я сейчас карантина выясняю, в госпитале. чем дело. Ты должна найти пропуск. Черт. Что такое, блядь? Чё, блядь? Так, погоди. Всё.
17:02, запомните, пожалуйста. В госпитале Сан-Кристобаль введен карантин. Доступ в отделение первой помощи имеют только сотрудники службы безопасности и руководство госпиталя. Системы будут отслеживать состояние периметра каждые 15 минут. Севастополь, форпост прогресса, автор Джулия Джонс. Беспокойный народ. Плохо ли это, хорошо ли, но право носить оружие человек сохранил за собой в эпоху освоения космоса. А как иначе защитить себя, своих близких и свой корабль, когда от ближайшего служителя закона тебя отделяют десятки световых лет? У этой медали, впрочем, есть и обратная сторона Севастополя, где свирепствует вооруженная преступность. Жители этой станции, бесконечно нарезающие круги в богом забытом уголке вселенной, несчастный народ, прозябающие в унынии, те, у кого хватило денег на билет, покинули это место давным-давно, оставив позади друзей и соседей в окружении пустых магазинов, сбоящих электронных систем и несбывшихся надежд на экономический бум. Жители Севастополя чувствуют себя обманутыми. Их заманили сюда корпорации, не желавшие признавать, что мыльный пузырь под названием колонизация глубокого космоса неизбежно лопнет. Эти люди злы, полны отчаяния и готовы ополчиться друг против друга. Принятые недавно службой безопасности меры по противодействию торговли на черном рынке лишь усилили всеобщую озлобленность. Каждый день станция подходит все ближе к краю ужасной пропасти. Короче, люди, люди загадили, свою планету Земля. Там в 4-м части Чужого, там же они прилетают на Землю и, кстати, останавливаются на Париже. Там, Эйфелевая башня стоит, и все, в таком этом... все уничтожено. Вот. Все уничтожено, такая прям пустыня, там солнца почти не видно, какой-то такой погода такая какая-то стоит, не очень, типа туман, что-то такое, облачно, Вот, и люди, загадили свою планету, покорили космос и начали потом искать другие планеты, чтобы там колонизироваться. А хер вам там. Ксеноморф все делает правильно. Уничтожает людей. Ой, блядь! Уя! Йо! Появился! Рыцарь двойной луны. Ёлки-палки. Здравствуйте, мы так долго вас ждали. А вы знаете, как мы по вам соскучились? Здесь, кстати, очень хорошо хвалят искусственный интеллект Чужого. Теперь будет не очень. Все это легко делать. Так, подожди, куда нам идти? Ну да, сейчас нам надо, чтобы... Что там, жопогорение, да, в Elden Ring? Ты можешь еще... О! А чё, он не чувствует, что ли? И никаких андроидов. Потом, блядь, будут все вместе. И люди, и андроиды, и Чужой тоже. А где он? Вон он, ничего себе. А он увидит меня так, интересно? Пока не горит? У меня бы, наверное, уже давным-давно все сгорело. Он же один, да? Ух ты, какие ножки.
такой хвостик. Хотела бы завести такого питомца. Ну, маленького, да, можно было бы. Кстати, я где-то видела этот в каком-то мультике или где такой питомец у кого-то был. Такой маленький. В первой части там же был человек же в костюме. Он такой был человекоподобный. А тут какой-то этот, блин, кентавр ходит. И, кстати, Джонси, он же не трогал. Я читала, почему он не тронул кота. Потому что кот ему не представляет угрозы, оказывается. А человек представляет угрозу, поэтому он чувствует и убивает человека. И убивают они не для еды, не ради еды, не чтобы покушать, а чтобы продолжать свой, короче, этот потомство, свой род. Потому что из человека же вылезает чужой. Они просто вас глушат, короче, и забирают с собой в улей. Даже для чужих людей угроза. Мне надо, чтобы он как-то прошел. Просто мне сейчас надо будет вот эту открыть, а там, наверное, загадка всякая. Чё, где он? Я не слышу. А, о, идет, 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 идет. Интересно, а можно так долго сидеть? Нам же ничего не будет за это, да? Мне просто надо, чтобы он как-то тут прошел мимо. Он как-то его долго нету. Если я сейчас просто выйду и начну делать, он появится по-любому. 2 годика. Почти. А, он, наверное, по вентиляции ходит, да? Или чё? Ничего нету. Только можно спрятаться, да?
Морли. Смотреть палаты доктора Морли. Один лет, 6 месяцев, 2 дня, 23 часа, 51 минута. 1 лет. Ну, почти 2 года. 5 месяцев и 2 года будет. Я так и знала, что ты зайдешь сюда, тварь. Откуда ты знаешь, что я тут? Так 4 месяца уже, ни хрена себе. Ты уже 4 месяца со мной. Принципиально не подписывалась. Вот тварь. Ой, не могу. Тварь! Я уже 37 минут с тобой. Хорош. Доктор Кульман, Я Рипли. Я ищу врача. я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Пока нет. Мне тоже. К сожалению, здесь У меня только ничего револьвер. нет. Придется Фаер. спускаться в амбулаторию. Как Блин, мы туда надо было попадем? дымовую шишку Ты бросить. же Ну ладно, видишь, потом. я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Кот? Ну да, я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли. Ладно, пойдемте. Еще раз. Так, что там? Ну-ка, сюда зайду-ка. Сейчас. Мы не можем ускоряться. Так, тут надо взять всякий хлам. Мгм. Так, сюда. Жетон. О, а в прошлый раз почему-то жетон не подбирался. Странно так. Так. Тут вроде все. Еще раз сохранимся, чтобы не этот миллион раз. Так, все. Ну давай, объединим усилия. Поможем друг другу. Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой, те, кто не смог адаптироваться к Говорите, пребыванию куда глубоко идти. в космосе. Бедняги. Нет, не туда. Почему не сюда? Фу, какая-то Вы странная. лежите в теплой, мягкой постели. Кто-то
Кто-то из ваших любимых готовит завтрак. С кухни тянутся вкусные запахи. Вас разделяют стены, но вы совсем близко. Вы далеко. Вдали от солнца, естественно. Да тихо ты! Ладно. Сойти с ума. Печальное зрелище, что ни говори. Хотела расслабиться. Но Морли тратил слишком уж много времени на этих несчастных. Просто не надо было сюда прилетать, как и все. Я знаю код! Я знаю код! О май гад. Погожий летний день. Ой. Вы на кукурузном... А какое перспективное было место. Какая трагедия. Какой талант пропадает. Да что ты говоришь? Так, вот сюда по коридору надо. Дальше по этому коридору. По-любому это он еще, наверное, чужого пустил. По-любому. Тварь такая. Ты на месте. Это кабинет Морли. Наверняка там где-то есть код. Код доступа нашла? Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Найди его. Какой еще магнитный пропуск? Нет тут никого. Внимание! Нарушение карантина в госпитале. Внимание! Успокойся. Нарушение Я сейчас карантина в выясняю, в чем дело. Ты должна найти пропуск. Черт. Да нету тут его. Ой, блядь! Тихо. Она почему-то туда так посмотрела, прям пошла. Тихо! Остановить подачу энергии. А, она закрыта. Ксена, оказывается, переводится с греческого «чужой», «чужая», а морф — это форма. Ксеноморф — чужая форма, короче. Неизвестная форма. Неизвестная форма жизни, короче. Вот. Лучше бы я так уроки учила в школе. Все прям выучила о чужом. Какие лапки смешные. Воняют, наверное. Малыша лапки воняют. Иди вперед. Молодец. Главное, на хвост не наступить. Тут нету сохраняшки, да?
Я когда-то наступил. Тут реально можно наступить. Ну ты ж сюда не зайдешь. Что тебе тут делать? Ух ты, череп. Ну-ка, посмотри быстренько. Так, хлам какой-то. Тапочки. Все что ли? Мы же тут сдохли, да? Только лор Симпсона и лор Чужого. А я что, я про лор Симс рассказывала, что ли, тоже? Я что-то не помню. А какую еще игру мы проходили, где я там жестко рассказывала тоже? Наверное, про Беллу год, да, там. Типа такого. Залезь. Так, оно где-то далеко, походу. Вот сюда идет, блядь. Чт. Тихо. Как вы можете помочь? Написано. Где-то рядом. На второй стадии я для нее вообще на 2 тычки. Класс. А какой у тебя уровень сложности стоит? Не, я такие игры не буду играть. И не вы меня не заставите. Всякие вот эти все ваши Elden Ring там. Я вон лучше от чужого побегу. Он опять залез в вентиляцию. Тварь такая. Куда мне идти-то надо? А, налево. Тихо ты, а. Морли. Морли. Надо сохранение найти. Уровень сложности. Жопная боль. Ну, от Кеда я знаю ваши вот эти всякие Dark Souls, Elden Ring. Я ни разу не играла в такую игру. Не надо тут. Не надо мне тут. Бомжа. А, в соусборных нет уровней сложностей. Ну все, теперь буду знать. Так бы сразу и сказали. Думаете, стоит сейчас выйти? Но я его не слышу и не вижу на радаре. Ладно, пойдемте.
Насрал. Изыди, чучело. Что это было, блядь? Зачем я нажала на левую кнопку мышки? О, нам надо выйти отсюда. Здесь нет прохода. Нам надо будет сейчас по-другому. Хотя он же оттуда выходил, в принципе, круг же сделал. Значит, там есть все-таки проход. Леталка, ладно, блин. Там хотя бы можно убежать. Тут мне некуда бежать. Мне интересно, он слышит вот это, когда я достаю? Страшно, что пиздец. Где вот он опять, а? Звуки такие напоминают Звездные войны немножко. Кстати, я хотела Звездные войны еще посмотреть. Опять его не слышно, а? Легче все-таки, когда я его вижу. А когда я его не вижу, мне труднее так. Блядь, это рядом, сука. Ну где ты, тварь? Куда он исчез? Ай, так ее же этот надо установить, я пока еще не это. Установлю потом. Ку, привет. Что такое? Ай, пиля. Так, подожди, мы правильно идем? Да.
наверное. Не знаю. А потом там куда, интересно? Осмотреть палаты доктора Морли. А, опоздал? Да ладно. На этот раз прощаю. В следующий раз будет наказание. Страшное. А как сюда попасть-то? Ой, самое интересное. Самое интересное. Блин. Опять в вентиляцию пошел. В канализацию. Опять там где-то лазит. Как кот лазит где-то там. Тихо. Так, опять нету. Ага, потом... Так, вот здесь закрыто, тут закрыто. Здесь какая-то маленькая комнатка непонятная. Так, сейчас мы вот так пойдем. Наверное, сюда, да, надо? Блин, так непонятно вообще. Где-то тут рядом. Нам, короче, надо в правую сторону. А, вон он ходит. Блядь, услышал. Слышит же, как дверь открывается, а, гадина. Блядь, опять в канализацию, в вентиляцию. Сзади где-то. Эй, блядь, малыш. Дверью поскрипел. Так. Ты чё?
Хватит! Чё череп делает, смотри, а? О, не услышал. Слава тебе, Господи. А, чё, вот так, что ли, идти придется? А тут же он что-то он. Что это? Почему вот это? По словам, он знает, как попасть в амбулаторию, но ему нужна ваша помощь. Так, вот здесь закрыто. Это нам, получается, сейчас опять назад идти. И вот по вот этому, да, пути? Вот так вот. Да. Так, что ли? Что за палаты? Где эти палаты находятся? Почему здесь закрыто? Ой, идет. Твар. Ой, что я делаю? А там впереди закрыто, да, получается, или чё? Я пока понять не могу. Опять вентиляции. А там что закрыто? Закрыто вроде. Прости меня, Рипли. Я не могу открыть тебе, пока эта тварь там. Чтоб тебя, Кульман. В смысле, блядь? В смысле он не может не открыть? И что делать? Ой, блин. А где эти палаты находятся-то? А? Предмет. А, тут сохранение есть, надо сохраниться. Что он делает? Босс. Где сохранение?
Так. Она кинула в меня 2 луны, теперь понимаю, почему она рыцарь двойной луны. Ничего себе. Лунами бросается. Так, сюда нас не пускает этот гнида. Так, и что делать? Тут закрыто. Тут что-то тоже закрыто. Вот тут закрыто. Здесь толку нет. Как попасть сюда? Элен, как попасть сюда? Подсказка в студию. Помощь зала. Звонок другу. Ну, мы уже сохранились, уже хорошо. Если нас убьют. В принципе, полдела сделано. Что нам там надо сделать? Сюда пройти, а я не знаю как. Осмотреть палаты доктора Морли. Это где? Куда? Может, это другой этаж? Навряд ли. Нас сюда не пускают. Этот гнидыч сказал, что пока эта тварь тут, и я себя не пущу, типа. А что мне надо сделать с тварью тогда? Ну, задания нет такого, чтобы что-то сделать с тварью. Опять назад идти, что ли? Жилые помещения, вот написано. Рядом где-то. Вы видите перед собой крепкий и теплый скафандр. Вы надеваете. Пропуск. Не знаю. Вы отделены от всего. Ой, блядь. Вы слышите свое ровное, спокойное дыхание. Я нечаянно не на ту кнопку нажала. А, я тупень. Все, я поняла, я поняла. Я понял. I'm so stupid, bitch. I love you, bitch. Где-то там впереди, что ли?
Так, короче, вот так, так. Сейчас, короче, по коридору надо будет пройти. Где-то тут рядом. Так, тихо, 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 тихо. Где-то тут рядом, короче, ходит. Ну, вроде нету. Сейчас все палаты придется обходить, походу, или что? Зачем? Зачем я это сделала? Датчик показывает, куда ползти. А, типа этот... Понятно. Направление, да, показывает? А я думала, это типа его показывает, где он рядом. Понятно. Где-то рядом. Что стоит? Рядом чего? Шорткат. Не обязательно возвращаться тем же путем. А вот это что такое? А, энергосистема какая-то.
Значит, туда налево надо. Ай, блин. Это было близко. Есть. Нашли. Вернуться к доктору Кульману. Сейчас. И сейчас через очко, да, пролезть можно будет. Очко. Такая вентиляция вроде. Пропуск откроет дверь, смотри карту. Вот это что ли откроет? Тогда надо туда идти. А это что? А, мы просто с этого укоротили путь. Спасибо. А то я бы реально пошла бы обратным путем. Сюда. Чтоб тебя, Кульман, ты знал, что там эта тварь! Клевета. Я не знал, я лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 17:02. Все спускаемся в амбулаторию. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. А я вроде уже все посмотрела. Все, сейчас вещи соберу и пойдем. Он сейчас сдохнет, да? Я думал, он сдохнет. Просто...
Так, куда? А. Приятно было с вами иметь дело, но я, пожалуй, пойду. О, привет, Захар. Чё, как дела? Я так и думала. Кстати, я устроился на работу. Ух ты! Куда? Куда устроился? О, у меня тоже все нормально. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Найти аптечку. Тихо. Аптечка. Шутер еще какой-то. Ну да. В первой части это было. Да. Так, какую-то срань надо найти опять. Так, Фрэнк посылает труп в морг. Женщина, около 40, ранение в грудь. Я сама хочу ей заняться, так что, может, сегодня уйдешь пораньше, Лингард? Климатический контроль. Фрэнк, я приняла во внимание твои соображения по поводу карантина. Заверяю тебя, эвакуация Сан-Кристобаля абсолютно необходима, и это лишь временная мера. Для меня важнее всего позаботиться о живых, в то время как тебя больше волнуют мертвые. Если ты беспокоишься насчет перебоев с энергией, температуры в морге и состояния трупов, просто отрегулируй систему охлаждения и убирайся оттуда как можно скорее. Так, понятно. Вкратце, я продаю автозапчасти. Короче, я менеджер одной компании. Это надо было сделать, когда мы От души. играли это. Вот так тихо, спокойно. Спасибо, аноним, за 200 рублей от души душевно в душу. Спасибо за поддержку. И на корм малышу, котику моему. Только вы будете знать этот секрет. О, это еще и секрет. Я вроде что-то нажала. Чё? Ну, вам можно. И что? Бля, он прям тут. Блин, он прям над головой. А что делать-то? Осмотреть госпиталь. Тейлор ранена. Нужно найти в госпитале Сан-Кристобаль аптечку и отнести ее на транзитную станцию. Чуть-чуть не хватило. Так, вот сюда надо что-то. Еще.
Но что? Я не понимаю. Я вроде все выбрала. Так, вот эти вставили, их уже не вытащишь. Вот сюда надо еще что-то. Я не понимаю, откуда ее взять надо. Кто там плакал, слышали? Блять, вы чё? С ума сошли? Для котика точка души. Для котика от души. Спасибо, аноним. Спасибо. Спасибо большое. Вот, сердечко. Спасибо большое. Малыш будет очень доволен. Завтра ему купят много еды. Я что-то сделала. Не знаю, что. Теперь надо найти аптечку. О. Сэмюэльс, попробуй поискать опись, где тут что хранится в кабинете главврача. Узнала фамилию, это доктор Лингард. Удачи, Рипли. Постарайтесь скорее. Надо сохраниться, я ничего не понимаю, что я делаю. Где эта пушистая жопка? А он спит. Он, короче, поигрался и спит. Я не хочу его будить. Пусть лежит, так хорошо лежит. Ой, ребятки, сейчас. Что делаешь? 15к? Блин, а что так это? Искать данные в кабинете Лингард. Я правильно иду? Что за музыка? Тихо. Посидеть с котиком 5 минут. А, точно, точно. Да-да, я уже забыла. Тварь. Ты не посмеешь сделать. А чё патронов нет? Лежит тут, блин. С кишками наружу. Закройся, дверь!
Сообщение для доктора Лингард. Я как мог подготовил пациентов из реанимации к транспортировке. Надо вывести их, пока Уэйтс не блокировал выходы из госпиталя. Я пошел наверх в психиатрическое отделение. Надо убедиться, что мы никого не забыли. У нас кончаются медикаменты, так что на обратном пути я заскочу в амбулаторию. С тех пор, как объявили карантин, тут все тихо. Я надеюсь, вы принесете хорошие вести. Свидетельство о смерти. Причина смерти засекречена. Личные вещи, шкафчик 324, код 1212. Запомните кто-нибудь на всякий случай. Пусть 1212. Так, тут этого нету. Нечаянно 2 раза нажала на выход. На выйти. Примечание записано на втором. Что это такое? Господи. Говорит Лингард, старший офицер медицинской службы станции Севастополь. Я хочу... Я официально заявляю, что компания можешь тогда Сиксон написать, оказывала на какую меня игру давление выберешь? в Просто ситуации с интересно. пациенткой. Рэнсом, старший представитель Сиксон. Он сделал ряд угроз в отношении поняла. моей В карьеры смысле? и сертификации, А но можешь дело не в тогда этом. написать, какую игру выберешь? Господи, помоги. Или это ты не мне Я пишешь? не могла отказать этой женщине. Не знаю, какого типа паразит был у нее внутри, но он явно замерзают. оставил что-то после себя. Мне Эллен. очень жаль. Я даже и подумать не могла, что такое случится. Что это за алмаз мой на моем деньге? Так, дальше еще. На шум прибежал, да? И что он там стоит? Чё, горит твоя жопа? И чё он там стоял? Ай, пойду-ка я пока носки одену. Меня же не убьют. Дома холодно, шо пиздец. Вы это понимаете? А на улице сегодня было душно, еще был дождь. Ой, блин, капец. Все, жопа болит. Ё-моё. Ёшки-матрешки. Что, сюда пришел? Пока я там ходила. Здорово! Красиво. Пока вырубил, пока геймпад не сломал.
Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа для страховочной регистрации. А. Ой. А чё, я это обратно уехала, что ли? Ай. Извините. Перепутал. Забыл. Кусь сделали тебе. Да. Я думала, он меня не увидит. Так, он пока в этом, в канализации, короче. Все время хочу сказать канализацию, пусть будет канализация. О! Все уже сделано. Искать данные вот написано. Так, а куда надо? А, вот, наверное, сюда, наверное. Точно. Я, кажется, нашла аптечку. Персонал госпиталя составляет андроид. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. А я не слышу. Так. Блин, я думала, отсюда можно взять. Нужно найти тот компьютер. Ой, бля.
дозвонились. Так, ладно, смотрим здесь что. Так, нам нужен тот комп все-таки. Доктор Морли, мне все равно, что вы там должны. Покиньте Сан-Кристобаль немедленно. Вы знаете, что там произойдет, и мне очень жаль пациентов, которых нельзя оттуда вывести, но другого выхода нет. Это последнее предупреждение, начальник службы безопасности Уэйтс. Морли, выбирайся из госпиталя. Мы расположились возле жилой башни, люди дерутся за припасы. Раненых столько, что на всех не хватает. Медикаментов моя команда не справляется, нужны еще люди. Не знаю, как ты обойдешь блокировку, но если потребуется доступ к центральной палате Сан-Кристобаля, имей в виду код 2505. Так, все хорошо, понятно. Приказом службы безопасности госпиталь закрыт вплоть до особого распоряжения. Группы медиков организуют по всему Севастополю полевые госпитали, чтобы ликвидировать последствия текущего кризиса. Об их местонахождении будет объявлено позднее. Начальник службы безопасности Уэйтс. Доктор Лингард, это Рэнсом. Не помните? Ну как же, ваш друг в верхах компании Сиксон. Наверное, вы уж и голос мой забыли. Не звоните, не заходите, совсем меня забросили. Ну что ж, вы дама занятая, а у меня много друзей, в том числе и в службе безопасности. И кое-кто рассказал мне о том, что вы сообщили недавно Уэйтсу. Меня тоже очень интересует ваша находка. В конце концов, много ли знает А что за пропуск я нашла? до вас Уэйтс? Точно меньше меня, вашего старого друга. И вряд ли он будет снисходителен к вашим махинациям на черном рынке медикаментов. С нетерпением жду вашего звонка, док. Тут просто кошмар, Сэмюэльс. Подожди-ка, давай-ка назад пойдем. Короче, пока вот эта херня не взорвется, он не появится, я так понимаю. Так что давайте осмотримся спокойно. Курение в госпитале категорически запрещено. Так, я же тут в прошлый раз что взяла? А, я вот тут читала. Давайте почитаем. На всякий случай. Тут был код, потому что... Вот, 1212 какой-то. Говорит Лингард, старший офицер медицинской службы станции. Слава богу. Можно пропускать. Ага. Зря я это сделала. Ну, ладно. Уй! Вы чё, блядь? Теперь я параллельно со стримом буду гореть жопой. Давайте еще андроидов сюда. Чужой, убей их, пожалуйста. Персонал госпиталя составляет андроид. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию.
Искать аптечку. Ёба... Мать твоя кто? А вот нехер. Кто это? Кто это? А кто там? Могу заклипать вашу радость. Пожалуйста, я не против. Давно не было людей, которые делали клипы с моими этими. Это можно почитать? Нет? Так. Короче, нам во всей этой... Ой, что я делаю? Смотрю в эту хрень, когда он прям передо мной. Но жестко длинный. Так и хочется наступить на него. Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и стыковочной регистрации. Так, его походу тут нет. Так, и надеюсь, не будет. Смотрим. Душевное тепло. Я заявляю официальную жалобу руководству госпиталя. Я не желаю, чтобы моим лечением занимался андроид. Какой угодно андроид. Я старший менеджер Сиксона, и я инвестировала в Севастополь крупную сумму денег. Я хочу, чтобы меня лечили нормальные врачи, люди. Расписание дежурств. Лингард, старший врач-консультант, Морли, практикующий врач, Кульман, практикующий врач, Уэст, рентгенолог, Фернандес, дантист. Лечащий врач доктор Лингард, сильные химические ожоги рук и ног. Лечащий врач доктор Кульман, предположительно повреждение мозга вследствие асфиксии, вызванной удушением. Ничего не поделаешь, только зря койку занимает. Морли, это Лингард. После инцидента Уэйтс требует изолировать госпиталь. Ссылки можно кидать? Вроде нет. Я сказала, я что не уверена, очень шустрая, но конечно. они все равно надеются поймать его сетью. Но я вроде эту функцию убрала. Ты за старшего. Ни в коем случае не пускай внутрь Кульмана. Не хватало только, чтобы он воровал лекарства под носом Уэйтса. Рекомендую приобрести медицинскую страховку компании Сиксон. Будьте спокойны за свое здоровье вдали от дома. Так, ладно. What the fuck? Чужой. Ксеник. Помоги. Тут люди. Кушать.
Так. Тяха. Решила опять установить портал. Не опять основа. Где это? Жопник. Попник. Где-то рядом тут. Он прям надо мной. Ксения. Ксюша. Ладно, это мальчик. Кто-нибудь это видел? Нет там ничего. Это что за хрень? У нас гость! Ай, сука! Ксения! Плес, Ксения! Давай, давай, давай! Молодец! Беги, беги! Давай, убей их! Убей! Только не меня! Меня не трогай, пожалуйста! Нет! Нет, пожалуйста, не трогай меня! Жесть! Охренеть! Это было близко. Вау. Только он одну убил. О! Давай, 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 давай. Сзади! Сзади! Ксения, повернись! Эй! А чё он в этот... он в в вентиляцию убежал. А там эти убежали, как чумачичи. Ой, ёб твою мать, блядь. Так, а где тут сохраняшка рядом? Ага, рядом. 300 раз рядом, блин. Ой! Ай, ну что вы делаете, блядь? Добавляют андроид. Если... Блядь! Сука! Ну нет! Блядь. Так далеко. Ужас просто. Ладно, сейчас. Сейчас все по-быренькому сделаем. Двадцать 25:05. Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и стыковочной регистрации. Сэмюэльс, я иду. Так, все делаем, как до этого делали. Сейчас, короче, сохранимся. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хотя тут ничего такого нету, да? Ну ладно. Просто здесь вроде был этот код. Да, вот 1.2.1.2. Он потому что потом не сработает этот код. Заклипать, заклипать.
Опс. Думал, он далеко. Рядом. Ня-ня-ня-ня. А, он в ту сторону пошел. Так. Так, он побежал по ту сторону. Блять, он чё, умный? Ёбаный! Ни хрена себе он! Да он вообще умный, оказывается. Падла какая. Нифига он умный. Так, 25:05. Ой, простите. Да что такое? Я не то нажимаю. Сэмюэльс, я иду. Почему я туда хожу? Потому что там кот. Ученый. Ладно, все, взрывать не буду. Как будто это я взрываю. Ну почему я не сохранилась второй раз? Ну чё такая, блин? Я не знаю, зачем этот кот нужен. А он хорош. Ой, не туда. Так, сохранимся. Я не буду это 300 раз делать. Все. Взрывать не буду. Тут просто кошмар, Сэмюэльс. Никому нельзя верить. Каждый за себя. Так, чужой где-то рядом. Какие еще данные? А, блин. Нам придется вернуться, что ли? Персонал госпиталя составляет андроид. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Палки. Нам придется вернуться. Придется опять круг делать сейчас. Потому что мы видеозапись не посмотрели. Сейчас посмотрим и сохранимся. Вот. Все, теперь все.
Сохранимся. Жесть. Тихо! Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и страховочной регистрации. Ого, побежал, побежал! Жесть. Куда? Что там? Тыгдык. Сейчас запутается в этих штуках. Нам куда сейчас надо? Сейчас, короче, вот так, да, надо будет пойти. Нет, вот так, в ту сторону, значит. В той стороне люди. Да, давай, иди, туда, правильно, давай. Туда, прямо. Нет, меня не надо по кругу обходить, пожалуйста. Ты издеваешься? Ладно. Да чё я сделала-то? Дурак, что ли? Жопа сжимается. Рекомендуем приобрести медицинскую страховку компании Сиксон. Будьте спокойны за свое здоровье вдали от дома. Нет, не надо. Не трогай меня. Там кто-то живой. Вон там. Там кто-то живой. Черт. Ой, жесть. Я никого не вижу. Сюда, скорей! Блин, то, что вот мы создавали, не сохранилось. Мы тебя найдем. О, черт! Не хочу шуметь. Пусть они шумят. Найдите его! Хватит время терять! Наверняка где-то рядом. Бо. Я не хочу этого делать. Далеко он не ушел. Ищите! Курение в госпитале категорически запрещено.
Это вроде не то, да? Так, его нигде нету. Мне нужно сохранение, бляха. Так. Хорошо, что чужой не слышит моего голоса. Так, а где тут проход дальше-то? Что-то я понять не могу. Туда, получается, надо идти, наверное. Сюда вот. Сэмюэльс, аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли, мы слышали выстрелы. А раз слышали мы, то и существо наверняка тоже. Угу. Ой-ой. Джорнер, у нас тут ЧП в Сан-Кристобале. Перекрой там все и никого не пускай, пока не придет Гарсия. И никому ни слова. Нам тут только паники не хватало. А когда я узнаю, какая сволочь растрепала об этом Ренсому, заставлю сожрать значок. Ренсом явился, размахивая удостоверением, и наблюдал всю эту хрень из портера. Дело и так очень серьезное. Не хватало только, чтобы еще Ренсом все усложнял. Я понятно объяснил? Конец связи. Фу, так, куда нам? Добраться до приемного отделения. Что за приемное отделение? Так, куда это как? Это получается, сейчас надо выйти, вот по этому коридору пойти? Или что? Блин, непонятно пока. Я, пожалуй, сохранюсь. От греха подальше. Все, теперь я спокойно. Так. Добраться до приемного отделения. Так, это не другой этаж, да? А это нам не на лифте? В ФНАФ будешь проходить под запись? Только не в ФНАФ. Не знаю. Подумаю. Навряд ли, наверное. Я же проходила этот... Это моя любимая часть, по идее, была. Сестринская локация, короче. У меня вторая любимая. Я сама очкую. Вроде простенько, а вроде Фокси заебал.
Знаешь, что попросишь пройти? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, 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 давай, давай, давай. Сообщите в администрацию. Издевается надо мной, а? SCP, наверное, сейчас скажет по-любому. Ксения, давай уходи. Заебал. Тварь. Так и знала. Hello. Ну что такой резкий, дерзкий? Ничего себе. Видите, как я чувствовала, что надо было сохраниться? Да пошел ты. Так, куда это приемное отделение? Так, в эту сторону пойдем. Главное, чтобы людей сейчас не было по пути. Через приемные дороги нет. Мне не выбраться. Только пройти насквозь. Рипли, это же больница. Там должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Начать эвакуацию госпиталя. Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и стыковочной регистрации. Что-то вот здесь начать эвакуацию госпиталя. Твари. Кстати, тот момент под столом можно в YouTube выложить как шортс. Да, кстати, да. Вы же клип сделали, да? Мне будет тогда легче этот шорт сделать, потому что я же сама самой тяжело, конечно, все вот это вот. Сейчас надо ту дверь эту позырить. Через приемные дороги нет. Мне не выбраться. Только пройти насквозь. Дебильно то, что Рипли, тут это же все больница. по Там скриптам. должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Рекомендуем приобрести медицинскую страховку компании Сиксон. Будьте спокойны за С свое приветствием здоровье, тоже коллеги. можно, вообще совсем. С приветствием. Ну, не смотри сюда! Реально, как будто сюда прям на меня прям в душу смотрит.
Хожу такая деловая. Ладно, ушел вроде. Ничего себе, он с ног прям это. Жесть. Через приемные дороги нет. Мне не выбраться. Только пройти насквозь. Рипли, это же больница. Там должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Курение в госпитале категорически запрещено. Фух, так. Интересно, а там открыто? Открыто вроде. Что это за трубки, интересно, такие? Интересно, за такие. Ой, что я делаю? Так, ит. Походу, тут нету, да, выхода. Сейчас посмотрим. Сколько мы уже? 2 часа. Нормально. А, есть, оказывается. А где все люди? Они так это хорошо отвлекали их на себя. Там еще один компьютер, оказывается. Есть какой-нибудь код? Персонал госпиталя составляют андроиды. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Морли, это Лингар. После инцидента Уэйтс требует изолировать госпиталь. Его люди будут выяснять, что это за паразит. Я сказала, что существо очень шустрое, но они все равно надеются поймать его хищника. Я организую временный лазарет за пределами госпиталя. Ты за старшего. Ни в коем случае не пускай внутрь Кульмана. Не хватало только, чтобы он воровал лекарства под носом Уэйтса. Ай, блин.
Открыть нельзя, что ли? Так, куда я иду? Сейчас, прикиньте, тут чужой будет. Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и стыковочной регистрации. Что я сделала? Слюни! Пока, пока. Давай, спокойной ночи. Завтра на работу, да? Рано вставать. Ё. Там сохраняшка. Рекомендую приобрести медицинскую страховку компании «Сиксен». Тут беспокойство за здоровье клиентов. Просто хочешь спать? Ну, ёлки-палки, блядь. Вас-то не хватало, конечно, блин, андроидов хреновых. Рипли, вы целы? Рипли? Тихо ты. Сейчас. Андроида узнать легко. Что тут не так? Свободен, скорее. Тут кто-то есть. Ой, блядь!
Так, тихо. Сейчас. Что это было? А. Да блин, слюни! Ну, слюни! Понимаете, слюни! Ты чего так громко кричишь? До инфаркта доведешь. Фу, блядь. Ладно, все. Ща будет, ща все будет. Персонал госпиталя составляет андроид. Если хотите делать только сообщите в Как жалко, что вот на КУЕ вот так нельзя смотреть. Вот так выглядит. Не сейчас. Сейчас интересно, в какую сторону он пойдет. Ну бы его чужой бы лучше слопал, а? Чему смеялся я сейчас? Блять, в эту сторону гнида идет. Рассказать вам о технике безопасности странно. Вам сюда нельзя. Подожди. Успокойтесь, пожалуйста. Жопу, блядь. Будь свободен, скорее. Ага, об тебя ушиблюсь больше, чем... Так, все, тихо. Слюни. Так, где там было? Ага. Тут закрыто. Это значит, нам надо... Ёб твою мать. Нет, не смотри! Жесть!
это да, прикольно. Столько разных смертей. Блин, надо... Человек! Курение в воздухе категорически запрещено. Рипли, вы целы? Рипли? Не сейчас. Чисто на скоростях. Короче, он по скрипту, походу, эти слюни свои пускает. Потому что нам же в ту сторону надо. Видите? А как? Так, тихо. Персонал госпиталя составляет протокол. Если хотите иметь дело с людьми, сообщите в администрацию. О! Хрена себе. О! А чё этот другого что не видит, что ли? Он прям этот убил всех на этом, на вот этой штуке. Быстро так напал. Ты что там стоишь? А, вон лапку вижу. Ножка такая. Так, тихо. Сейчас, короче, вот так пойдем, потом повернем направо.
Сейчас, короче, бы не потеряться. Так. Так, он ушел туда, мне как раз туда надо. В ту сторону. Выйдет, интересно. О. Что там стоит, блин? Мне надо вон в ту дверь. Блять, сука, туда. Ну блин! Опять все заново, сука. Ладно, сейчас сделаем этим же методом. Курение в госпитале категорически запрещено. Рипли, вы целы? Рипли? Все, это последний раз. И потом я точно сбегу. Когда-нибудь в этой вентиляционной шахте будет чужой, наверное. Персонал госпиталя составляет андроид. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Ну, блядь!
Жесть. Обнимашки! А мне все равно, я все равно сохранилась. Ой. Хе-хе-хе. Блять, сука. Ой, блин. Классная цель. А я думала, до этого мы не спасались. Ой, что делать так? Что там было? Что там было, я, наверное... Доктор Лингард, меня зовут Джулия Джонс, я журналистка. Могу ли я взять у вас интервью, про ограниченные поставки медикаментов, про то, как пребывание в глубоком космосе повлияло на психику ваших пациентов? А еще я слышала, у вас в госпитале недавно было какое-то происшествие, и никто как будто ничего не знает. Если на станции какая-то серьезная медицинская проблема, люди должны быть в курсе. Я независимая журналистка и не связана с корпоративными СМИ. Я готова выслушать все. О, щит. Вверх. Оу. Давай. Да не то слово. Тепло. Жесть. Кто это взорвал, блядь? Фу. Жесть. Ой. Я надеюсь, он не появится сейчас. Все.
что-то не было огнемета, кстати. Я надеюсь, я его не пропустила. Ну, не может же быть такого, да? Обнаружено Отнести неисправность мотивы. подключения. Деталей не хватает. Будем чинить. Лифт неисправен. Требуется ремонт. Они его просто убили. Потом сами. Поэтому заткнись и успокойся. Когда сохраняешься, прям так это... На душе сразу. Завод синтетической плазмы. Так, вам нужно пробраться через Сиксон Синтекс и найти другой путь на транзитную станцию, где вы оставили 70 Тейлор. Найти цилиндр сжатия для лифта. Найти то, найти это. Кто это взорвал, интересно, да? Ой, Очко. Махоуни, слава богу. На нас напали. Махоуни. Головорезы. Я все видел с камеры слежения. Ко мне подняться сможете? Нет, мы в западне. Лифт не работает. Почините его. Рядом с вами склад деталей, там есть все необходимое. Мы не знаем, где там искать. Там андроид на улице, включите его. Он охренел? Тут Питерсон интересуется. Ты там не охренел? Андроиды нападают на людей. Ладно, отбой. Вот сволочь. Вполне безобидные. Интересная теория, но я не собираюсь ее проверять. Мой приятель видел тварь. Они меня Так что не от нее слышат, можно что ли? уйти живым. Главное сразу бежать. У нас гости. Может, тварь услышала выстрелы? Да ладно тебе. Зря мы это сделали. Понятно, мы хотели есть. Но нельзя же так. Что они сделали? Каннибализмом занялись, Так было что ли? надо, и это ты предложил, не я. Ужас. Ну, конечно, жить. Сколько там прошло? 15 лет, да? А чужой когда появился? Недавно, наверное, появился, да? Или что, они 15 лет вот так живут? Вряд ли, наверное. Я не намерен тут сдохнуть. Стал. Куда нам надо? Блин, фиг знает куда. Тут ничего нету. Не спи, придурок. Ты мне нужен живой и в сознании. Фу, можно передохнуть немножко.
много фаеров. Теперь хочу андроидов, хочу андроидов, хочу андроидов. Докладывает Смит. Глава разработчики андроидов только что получил схему модели 120А8. Не знаю, сколько платят нашему шпиону, но платить надо еще больше. Может, для Вейланд Ютани это и старые технологии, но мы что-то подобное еще не скоро сами придумаем. Нам нужны инвестиции, хотя руководство и акционеры об этом и слышать не хотят. Мы отстали от Вейланд Ютани на световые годы. Смит, это Ренсом. Я тут проглядел твой отчет об андроидах Вейланд Ютани и предложение по улучшению андроидов Сиксон. Что я могу сказать? Я ценю вложенные усилия, но мы с тобой живем в разных мирах. В твоем мире сплошные противопоставления и оценки. В моем номера люкс и роскошные костюмы. Короче, дружок, я делаю так, как выгодно мне. А тебя я нанял не за твой профессионализм, а за то, что ты недорого стоишь. Просто найди способ сократить расходы. Понятно. Что ничего не понятно. Ой. Не туда нажала. Так, Рассел, к нам сегодня придут потенциальные клиенты. Что скажешь, если они клюнут спединг, меня повесят? Добро пожаловать, господа. Мы рады приветствовать вас в самом сердце Севастополь Synthetic Solution. Далее в программе Технобашня и само ядро Аполло. Но прежде предлагаем вам полюбоваться тем, как осуществляется автоматический ремонт андроидов. Если повреждения невозможно устранить в локальной ремонтной мастерской, андроид обращается сюда. Перед вами первый пример полностью автоматического техобслуживания андроидов без участия человека. Все данные направляются напрямую от Аполло, и все действия фиксируются в журнале. Мы уже в будущем, господа. Рассел, начальство хочет полную опись того, что хранится на складе запчастей. Там есть и полезные штуки, и хлам. Да, оценка стоимости им тоже нужна, Смит. Так, Ничего не понятно, но очень интересно. Да, я бы хотела Dead Space от первого лица. Блядь. Хорош. Так, ладно. Вместе к светлому будущему Сиксон и освоение космоса. Официальная хроника, автор Себастьян Сик, впервые опубликована в новостях Сиксона. Наш невероятный рост компания Сик и Сын стала главной опорой человечества в ходе колониальной экспансии. Она поставляла бесценные компоненты для кораблей, на которых люди отправлялись исследовать дальние уголки космоса. Эта роль позволила компании существенно вырасти в размерах, и к 2066 году она располагала обширными заводскими комплексами в Лондоне, Буэнос-Айресе, Нагасаки и лунном форпосте Шикард в Аргентин. К 2071 году, это был год, когда компания выкупила акционерную долю у семьи Сигов, рост продолжался в геометрической прогрессии под завистливые взгляды конкурентов. Сик и Сын заняла лидирующее место в области производства автомобилей, химикатов, образовательного оборудования и стройматериалов. Под конец прошлого столетия было принято решение, которое определило нашу судьбу. Сик и Сын стало называться Сиксон. Мы взяли имя, под которым наши клиенты знали нас уже много лет, и повернулись лицом к светлому будущему, которое ждало нас среди звезд. Понятно? Смит, это Спединг. Нам сегодня придут большие шишки. Ты все отрепетировал? Мы просто обязаны произвести впечатление.
Говорят, они последние, кто заинтересован в приобретении андроидов со станции. Если вместо этого они решат купить модели Вейланд Ютони, Сиксон не даст нам обещанную работу на Земле. Так что смотри у меня. Там андроид, я не хочу туда идти. Что так много просмотров? Там какой-то пердеж ядовитый. Устройство не работает. А так нельзя спуститься, а нет. По-любому этот гнида встанет. Это отвечаю. Пропуск надо. Так, пропуск надо найти, да? Куда это? Открыть дверь на склад. Понятно. Какой-то, короче, короткий путь. Зачем нам включать андроида? Не надо. Не надо, спасибо. Не хочу. Так много целей, блин. Можно мне одну цель? Малыш ходит деловой такой, дверь открывает туда-сюда. Так, пока что-то я не пойму. Куда мне надо, блин? Так, Так. Это на втором, да? Ну там какой-то этот
Вон, какой-то ядовитый. А. Андроид пункта выдачи включен и ожидает активации. Как-то это все бесшумно произошло. Так, что еще есть тут? Андроид со склада. Спэддинг, раз уж ты меня уволил, придется тебе теперь самому замарать руки. У ребят, которые занимаются демонтажом Севастополя, есть доступ к складу припасов, но нужно составить полную опись всего, что там есть, так что тебе понадобится складской андроид. Включи его, выпусти его из коробки и смотри, как он вкалывает, прям как я, да? К тому времени, как ты получишь это сообщение, я буду валяться в баре Гиплина в стельку пьяный. Гиллина. Работать на тебя было сущим адом, да ты и сам знаешь, это увольнение самое радостное событие в моей жизни, Смит. Лифт не работает. Спэддинг только что опять пожаловался на неработающий лифт у выставочного центра андроидов. У моих ребят сейчас дел по горло, так что мы не успеем его починить. К прибытию твоих важных клиентов, если Спэддингу так хочется, чтобы его заявку обработали в первую очередь, пусть перестанет вести себя как капризная девка. Там работы-то расплюнуть. Я могу сходу тебе сказать, где взять нужные детали. Они на складе запчастей, ряд 1, стеллаж Б. Если сам не найдешь, попроси складского андроида, только меня не доставай больше, шеф. Смит, это Спэддинг. Ты же знал, что это были последние желающие купить систему Аполло со станции. Как ты мог так накосячить презентацию андроидов? Все, покупатель ушел. Никакого мне бонуса, никакой тебе от него половины. А уж что теперь начальство скажет, мне и подумать страшно. Знаешь, что больше всего меня бесит? Что я теперь остаюсь на станции списывать этих треклятых андроидов, а ты летишь домой. Смотри, как бы в пути кошмар не приснился. Он что, будет нормальный, что ли? Только без глупостей. Чем могу помочь? Мне нужен цилиндр сжатия. Склад запчастей. Ряд 1, стеллаж Б. Пройдите за мной. Давайте постараемся не шуметь. Так мы же уже знали, что... Хотя, типа, с помощью него бы быстрее, да, получится. Ой, реально, без глупостей давай. Мы пришли. Цилиндр сжатия находится в самом конце этого ряда. Знала. Ой, куда идти? Эй. Чё? Ах вы суки. Твари.
Что я делаю? Я поняла. Нет, не поняла. Я думала, вот это двигается. Нет, оказывается. No. Бедный андроид. А что это тогда вот это такое? Что за шняга? Чуть понять не могу. Загадки. О. Так. Что-то сделала. Только не понимаю, что это, что, куда, что, кого. Ням-ням-ням-ням-ням. Какой там надо было? Блин, как он сказал? Что-то там. Первый ряд. Б, что-то там, да? В туалет хочу. Так, это вверх поднимается. Может, вот эту вниз опустить? Тупик. Там это, интересно, очистилось, нет? Сюда надо, короче, наверное, с какой-то маской, да, прийти? Что такое СШГ? Детонирует при ударе, не наносит, углушает всех в зоне поражения. А, все понятно. Бомба какая-то.
надо сохраниться, подожди. Где-то рядом со мной ходит. Так. Уже есть. На каждом шагу сохранение. О, боже мой. Ой, бля, смотри, что происходит. А вот и малыш. Вот.
Пришел китик. Мой личный сорт. Все. Чужой 5 пришел. Ой, простите. Простите. Даже 15 баллов не надо отдавать. Но я же не 5 минут посидела. Всего лишь секунду. А это разно. Все равно же. Так. А что надо делать? Подожди, блин. Малыш меня отвлек. Вам нужно пробраться через Сиксон Синтетикс и найти другой путь на транзитную станцию, где вы оставили 7 Теллар. Найти выход из завода синтетической плазмы. Мне интересно, меня не видят? Тут так пусто. Мерещится. Не думай, я выстрелю. Там кто-то шарится. Если там кто-то прячется, лучше возвращайтесь. Так, тихо. Не знаю, куда идти. Ну, какая музыка началась. Ой. Я, оказывается, это... Не знаю, правильно я сейчас сделаю или нет. А, да. Что за несчастная музыка такая? Так, и куда?
Я же четко и ясно запретил вам высадку. Говорю же, мы вас не поняли. Из-за сильных помех. Эй, Вы кто такая? Рипли, с Торренса. Опусти. У тебя какое зрение? Минус... Минус... Какого черта тут происходит, сэр? 1,5 Где и служба минус безопасности? 0,5. Вся перед вами. Я видела существо. Что это? Не знаю. Его притащил Марлоу. Капитан Анесидоры. То есть, корабль, который доставил вам Скажите, самописец. на вашей станции вообще есть где укрыться? Здесь разгуливает инопланетное существо, андроиды нападают на людей. Треклятые андроиды. Рипли. Тейлор нужна помощь. В госпиталь нельзя. Лапочки, мне больно. Вопрос, куда можно. В штабе есть простейший аппарат жизнеобеспечения. Хорошо, не буду. Чтобы попасть в штаб, нужно включить транзитную линию. Пульт управления наверху. Сэмуэльс говорит, вы инженер. Раз так, идите поработайте. Раз уж не дали мне убить тварь. Ладно, Уэйтс. Я включу транзит, а вы защищайте моих людей, Ну пока меня нет. почему все время Прекрасно. инженеры Ты всё что-то время должны держи с ней делать? И почему именно всегда в космосе? Как дела, Рипли? Прекрасно. Я что, похожа Постарайтесь на скорее. Айзека Тейлор. Кларка? Без паники. Мы отсюда выберемся. Когда 24 часа стрим? Ой, не знаю. Смогу ли я так? 10 часов тогда, помню, был мой этот рекорд. Ай, больше я так не знаю, хочу ли я так еще. Это было тяжело. Попасть в управление транзитом. Найти способ запустить транзитную систему, чтобы доставить Тейлор в бюро службы безопасности. Ну как туда попасть? Короче, нам эти больше не нужны, наверное, да? Где-то я слышу сохраняшку. А, вот он. На инженерах и сварщиках держится вселенная. Да. Так, тут пока чужого не будет. Можно побегать. Эй! У меня же были батарейки. В смысле? А чё она не заряжается? Есть у них... Не знаю, кстати, нет. Надо посмотреть. Может быть, появилось что-нибудь? Что-то левая рука зачесалась. Ой, я думала, мы застряли. О, Лео. Всякие знаки какие-то непонятные. Кто-то все вырубил. Эй, я знаю, что ты здесь! И чё? Заткнись ты, гребаный робот! Тут и раньше-то было стрёмно, а теперь...
Иди сюда. Падла. Что это было, блин? Вроде у них с прошлого года ничего не было, печаль. Put Killer Forever. Включить транзит. Да что ты говоришь? А тебе можно прям. Рядом с вами всегда кто-то есть. Кто-то готовый помочь. Что случилось? Что так громко-то? Спасибо. Спасибо. Так что лучше выходите. Самое неприятное не знать, в чем причина. Меня называют отмена поиска. Будь или не будь. Андроида узнать легко. Сделали что-нибудь. Будь или не будь. Будь или не будь. Рассказать вам о технике. Что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите. Надо включить. Присоединяйтесь к нам на этом пути. Что за хрень, блядь? Ай-яй-яй, как нехорошо. Ладно, я попыталась. Не хватает. Прекращаю поиски. Ай, не хватает. Благодаря нам рядом с вами всегда кто-то странно. Что странного? У меня куча других дел.
куда надо? Откуда я пришла? А я... Не бегите. Я не помню, откуда я пришла. Блять, откуда я пришла, сука? Несанкционированное проникновение. Да что ты говоришь, блин? Вы нарушили правила и будете наказаны. Откуда я пришла? Я не помню, блядь. А, блин. Не работает. И что надо делать? Вернуться на транзитную станцию. Я вас поймаю. Прекратите истерику. А я, сука. Вы испытываете мое терпение. У нас возникли разногласия. Рассказать вам о технике безопасности на Севастополе. Не бегите. Успокойтесь, пожалуйста. Ай-яй-яй. А у меня же есть шокер. Да шокер возьми, блядь. Почему шокер не берется? Я вас поймаю. Вы испытываете мое терпение. Ой. Я не знаю, куда идти. А, блядь. Серьезно. На-на-на-на-на-на-на-на. Я хочу помочь. А ну, Минус ухо. Ай. Ладно, сейчас все будет. Сейчас, короче, вот это, наверное, доделаем и все, наверное, будем заканчивать. Я уже устал. Вы не устали? Огнемет. Да, хорошая идея. Кто-то все вырубил. Я знаю, что ты здесь!
вас поймаю. Сука. Сюда. И сейчас такой чужой. Привет. Как дела? Скучала? Рипли, это Уэйтс. Линия заработала. Мы вас ждем. Езжайте без меня. Тут проблемы, я не смогу вернуться быстро. Подождем. А Тейлор? Не ждите, я догоню. Как скажете. Что это? Резак. Жалко, что не плазменный. Место жительства конфиденциально. Тихо. Не идеально, конечно, но пойдет. Нам нужны припасы. Берите все, что найдете и у кого найдете. Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Там мы сядем и будем ждать помощи. Ребята сейчас заваривают вентиляционные... Тебе надо переиграть в Dead Cosmos или просто мод сюда на резак. Ладно, я пойду поесть приготовлю. Что интересно приготовит? Картошка. Меня завтра заставили приготовить еду. Блин, я могла бы и потом выйти. Рипли, у трансита какие-то люди. Осторожней там. Да, завтра будет каннибализм. Так, куда мне надо? А это что? Стой! Больше ни шагу! Вот так-то! И все живы-здоровы! Последнее предупреждение!
Ой, блядь! Давай быстрее, сука! Вагон следует до жилой башни. Соломон. Ай, сука! Ненавижу людей, блядь! В этой игре. Ничего, прорвемся. Может, он нашел, где еще поживиться? Или даже способ отсюда выбраться. Или сегодня мы, наконец, закроемся в жилой зоне и будем спокойно ждать. Да ну я... Ладно, сейчас будем стрелять, короче. Сука. Вы разозлили деда. Все, берегитесь. А я знаю, что я сделаю. Может, он нашел, где еще поживиться? Или даже способ отсюда выбраться. Или сегодня мы, наконец, закроемся в жилой зоне. А! Почему против людей у меня все время какая-то жопа? Мне даже больше с чужим как-то хочется. Давай еще раз сделаем. От нее можно уйти живым. Главное сразу бежать. Может, он нашел, где еще поживиться? Или даже способ отсюда выбраться. Или сегодня мы, наконец, закроемся в жилой зоне и будем спокойно ждать. Не спать. Давай быстрее, блядь, сука, открывайся нахуй. Вагон следует до жилой башни. Соломон. Ай, чужой не единственный ваш враг на станции, да ты что? Я бы хотела бы, чтобы он был единственным врагом. Выход в галереи Соломон, штабу службы безопасности и жилой зоне. Еще так много людей пришло. Жесть просто. Так, добраться до бюро СБ. Куда это интересно? Рипли, мы в штабе службы безопасности. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят?
Сами найдете. Отбой. Сюда что ли? Так, спокойно, спокойно. Теперь все будет хорошо. Уэйд знает, что делать. Знает он? Да ладно, пока его дела не привели ни к чему Опять хорошему. люди. Что эта игра так Может, затянула здесь меня? мы будем в безопасности. Надо бы уже Я уже забыла, заканчивать. как тут все было раньше, до того, как началось. Блять, это были невинные люди, сука. Ну а чё сразу-то не сказали? Я чё? Я чё, экстрасенс, что ли? От Кела я знала-то. Тут ходят, блин, стреляют, Мы в штабе понимаешь службы ли. безопасности. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Отбой. Ну давайте пока пошаримся, тогда, наверное, здесь чужого не будет. Пойдем пока налево. Что там такое интересное? А я думаю еще, что они это... А как фонарь зарядить? Я что-то не понимаю. А, вот как заряжается фонарь. Ой, шокер. А фонарь как зарядить? А, удерживать надо. Все, понятно. А, пойдем возьмем тогда. На R зарядка-то. Чё, я уже забыла. Точно. Это харась. Вот это харась. Потом вот это харась. Потом так харась. Все. Нету. Все. Пуф там. Пу-пу-пу-пу. Все, тогда идем направо. Так, спокойно, спокойно. Теперь все будет хорошо. Уэйд знает, что делать. Знает он? Да ладно, пока его дела не привели ни к чему хорошему. Это ты? Ты включила транзит? Здорово! Может, здесь мы будем в безопасности. Я нечаянно одного из ваших убил. Как Тейлор? Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмуэльс. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квиты. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Рядом враг. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразуметь. Поговорите с ним. А где враг? Сохранить игру, рядом враг.
Ладно, короче, все, наверное, заканчивать будем. Все, здесь остановимся. Фу, хорошо, хорошо. Хорошо посидели. Ой, блин. Все, завтра куплю малышу еду. Ура, у малыша будет еда. 4 часа поиграли, как и в прошлый раз, так же. Нормально, сегодня получше, потому что сегодня был чужой, его было побольше. Вот. Я еще пока не записывала видео, завтра начну записывать. Спасибо за стрим, ты наша замечательная булочка. Это вам спасибо, то, что вы сегодня со мной были, за вашу поддержку. Спасибо большое. Вот. Увидимся завтра, как обычно, в то же время. Не знаю, наверное, будем продолжать Чужого, либо... Что еще? Ну да, Чужого. А что мы еще там играли? Я уже не помню. Сейчас надо посмотреть. Я уже забыла. Прикиньте. А, мы в леталку же играли. А, ну и в Sims. Ну и еще и Призрак Цусиму мы играли. Ну, посмотрим, что завтра поиграю. Так. По настроению, короче. Все, давайте. Всем спокойной ночи, сладких снов. Все. Всем б-б. Пока-пока. Пока.